Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого. Возвращение вампира. В начале 1970-х годов польской милицией была проведена блестящая операция, позволившая нейтрализовать преступника, который свыше 7 лет держал в страхе целое воеводство Польши. Ее особенность заключается в том, что в этот раз преступника в самом прямом смысле слова вычислили. Причем не как-нибудь, а с использованием компьютерных технологий. Есть вроде бы чем гордиться, но медиатусовки созданы не для гордости. Гордиться там принято только собой и посильнее пиная прошлое, в котором все, как теперь твердят, было ужасно, ужасно плохо, а милиция недееспособной. А если это так, то смешно и думать, чтобы какие-то недееспособные польские милиционеры тех лет могли технологически обскакать ведущие спецслужбы свободного мира. И вот событие, под которым, казалось бы, давным-давно подвели черту, естественно, по чьей-то команде ФАС снова в центре общественного внимания. Выходят статьи, фильмы, пьеса, книги. Полвека спустя они открывают глаза на истину. Оказывается, что роль, собственно, поляков в этой истории была несправедливо преувеличена. Ничего бы у них не вышло без подсказок со стороны ведущих британских и американских криминалистов. Есть также другая линия. Согласно ей, милиция, куда ей там, в глаза не видела никогда компьютера. Да и настоящего преступника, между прочим, тоже. Вместо него дело пришили самому обычному человеку, который по доносу своей жены чисто случайно угодил под раздачу. Изо всех сил визуализируются прямо-таки зверские методы следствия. Готовится обращение в Верховный суд о реабилитации повешенного, который, как выясняется, был мучеником, хоть икону с него пиши, невинной жертвой тогдашнего кошмарного тоталитарного режима. И самое время то ли причислить его к лику святых, то ли увековечить монументальным памятником. Вот почему элементарная справедливость требует рассказать об этой уникальной истории. Она интересна в том числе и как очередное свидетельство неизбежности торжества органов правосудия над хитрым и на редкость опасным преступником. Нет, он далеко не превзошел достижения других подобных ему маньяков – Чикатило, Михасевича или Анаприенко. Нельзя считать рекордным и количество – 441 том следственных документов. Совершенно оригинальным и достойным внимания зато является путь, который, в конце концов, позволил поставить предпоследнюю точку в затяжном поединке с кровавым монстром. Последнюю же точку, как и положено, поставил суд. Сейчас мы расскажем об этом подробно. Не забывайте подписываться на наш канал. С самого начала убийство 58-летней Анны в селе Донбрувка Малая Катовицкого воеводства, которое произошло 7 ноября 1964 года, особого беспокойства у местной милиции не вызвало, поскольку было сразу правильно квалифицировано как очередное убийство на бытовой почве. Поэтому еще 1,5 десятка женщин бы не погибло, а 6 не пострадали бы, если бы сотрудник милиции, которому поручили проверить алиби нескольких подозреваемых, отнесся бы к своему заданию должным образом. Но он, как минимум в одном случае, поленился лично поговорить с потенциальным преступником, доверившись информации из третьих рук. Как и всегда, закон подлости сработал безукоризненно. Именно его подопечный по имени Здислав Мархвицкий и был разыскиваемым. Это привело к далеко идущим последствиям, первым из которых стал безосновательный арест мужа погибшей. Через несколько месяцев его освободили, и дело безнадежно зависло в воздухе. Здислав Мархвицкий родился в октябре 1927 года. Мать вскоре умерла,
и его отец женился еще 4 раза. Трое из его детей, Галина, Здислав и Генрик, росли вместе, а самого младшего сына, Яна, взял на воспитание местный ксенц. В итоге парень стал гомосексуалистом, совершил множество мелких правонарушений, а также склонил Здислава, по крайней мере, к одному из совершенных братом убийств, за что и приговорен был к смертной казни. Не ангелом была и сестра Галина, охотно принимавшая от брата подарки, то, что он забирал у жертв. Золотую сережку с кораллом, кольцо из белого металла, часы, килограмм мяса. В конечном счете это обошлось ей в 3 года тюрьмы. Рецидивист Генрих Морфицкий, он несколько раз отсидел за кражи, за соучастие в убийстве был осужден на 25 лет лишения свободы. Но это случится гораздо позже, а между тем в городке Бензин 17 марта 1965 года точно так же трагически оборвалась жизнь Лидии, 34 лет. А 14 мая в местечке Градзец неизвестный атаковал 16-летнюю Ирену. Но только после очередного убийства, теперь в Сосновце, в воеводском управлении милиции кто-то обратил внимание на совпадение характерных признаков этих, внешне не связанных между собой и отдельно расследуемых преступлений. Внезапное ночное нападение сзади, удары неизвестным предметом в висок и голову, полное отсутствие следов. 4 дела сопоставили, и, к сожалению, для милиции все совпало. Теперь уже ни у кого не вызывало сомнений, что в воеводстве появился патологический маньяк-убийца. Подобные преступления всегда считаются наиболее сложными. А тут убийца действовал на территории, превышавшей 590 квадратных километров, где проживало свыше 240 тысяч жителей. При этом мужчин из них было около трети. Так была создана оперативная группа под руководством опытного специалиста, капитана Ежи Грубы. По имени первой жертвы дело вскоре назвали Анна, а самого преступника стали именовать вампиром. Его поиск велся одновременно по нескольким направлениям, с использованием передовой техники и самых современных знаний в области криминалистики, психологии, сексологии и психиатрии. Была открыта круглосуточная горячая линия, через которую каждый, имевший такое желание, мог поделиться своими предположениями о личности разыскиваемого. Награда за информацию, способствующую его поимке, составляла фантастическую на то время сумму – 1 миллион злотых. Однако вампир отличался дьявольской осторожностью, не оставляя после себя ни одной зацепки, которая позволяла бы выйти на него. Тем более, что очищенный от подозрений еще на начальной стадии расследования, он мог ощущать себя в относительной, правда, безопасности. Поэтому, невзирая на все предпринимаемые оперативные и профилактические меры, обнаглевший от безнаказанности, вампир с ужасающей регулярностью настойчиво продолжал напоминать о себе. Интервал между очередными жертвами все сокращался. 11 дней, 9, 4 дня. С момента первого убийства по состоянию на начало 1967 года он напал на 12 женщин, и только 4 из них выжили. Не забывайте подписываться на наш канал. В 1957 году Здислав Морфицкий оформил брак с Марией, первой женой своего брата Генрика. Она родила ему 5 детей, но семейные отношения все равно не складывались. В сентябре 1964 года пара рассталась, и вскоре после этого Здислав совершает свое первое убийство. Анна находилась в неприязненных отношениях с родителями Марии. Это была месть, но после этого он уже не будет смотреть на то, кто попал ему под горячую руку. В конце 1966 года Мария и Здислав снова встретились. Начинается переписка, и в декабре 1967 года Мария возвращается к своему мужу. Хронология отношений этой пары с идеальной точностью совпадает с хронологией совершенных Здиславом убийств. Почти за целый год, до декабря 1968 года, пока жена опять не ушла от него, он ни разу не выходил на охоту, после чего все началось сначала. С каждым новым убийством жителей воеводства стала все сильнее охватывать паника. Женщины боялись по вечерам выходить из дому, находиться в гостях, возвращаться с работы.
Тогда со всех концов Польши в Катовицкое воеводство были командированы около 100 женщин-милиционеров. Их обучали дзюдо, снабжали оружием и миниатюрными рациями, а под платки на голове прятали защитные пластиковые пластинки и в штатской одежде отправляли бродить по вечерним улицам. Позже на следствии Мархвицкий скажет: «Думаете, я их не видел? Не обратил внимания, что вы подсовываете мне баб?» Они шли как-то странно, как будто бы им безразлично было, куда придут. Осматривались по сторонам. А женщина, когда возвращается с работы, так голову втянет в плечи и бегом. Как назло, вампиру еще и везло. Так, когда он в июне 1966 года напал в Бензине на 30-летнюю Юлиану, первый удар оказался несмертельным, и женщина закричала. А поблизости был патруль, сразу же начавший стрелять в воздух. Мархвицкий кинулся удирать вдоль железнодорожной колеи, по пути обогнав подвыпившего мужчину. Тот, в свою очередь, побежал, и вместо вампира ошибочно был задержан. А больше преступник такого шанса преследователям уже не даст. Отныне он будет наносить от 2 до 14 ударов по голове, уже непривычной для себя дубинкой из толстого, обшитого кожей стального провода, а самым обычным ломом. И будут проходить год за годом, в течение которых следственная группа по делу Анна по ходу раскроет 15 убийств, 23 разбойных нападения, 26 грабежей и 58 изнасилований, арестует и освободит около 2 десятков подозреваемых, но никому в ней даже и в голову не придет повесить дело на кого-нибудь постороннего, хотя возможностей было хоть пруд пруди. Тем более, что 6 убийств были тщательно имитированы под вампира. Не забывайте подписываться на наш канал. В июне 1970 года на счету Мархвицкого будет уже 20 жертв. Поэтому нетрудно представить себе настроение, с которым ежегрубо и начальник отдела убийств Главного управления милиции Польши Юзеф Муняк на очередном совещании подытоживали данные, собранные о преступнике. Их было немного, ведь только 2 из 6 выживших женщин успели увидеть его лицо. Темные волосы, хорошее зрение, мог по ночам ходить без очков, возраст около 45 лет. Так вот расплывчато выглядели его приметы. Работать он должен был в 3-сменном режиме или на должности, которая позволяла ему покидать рабочее место незаметно, а жить на территории Катовицкого воеводства, скорее всего, где-то в районе Донбровы-Гурничи. Стало быть, не мог он за столько лет ни разу не попасть в поле зрения следствия. И тогда было решено обратиться к ученым. Само собой разумеется, что к ученым польским. Любой зарубежный опыт, он да, учитывался, но западных специалистов на самом деле на помощь никто не звал. Да и не было в этом необходимости. Итак, физический портрет вампира учеными был дополнен чертами, характерными для убийц, совершающих преступления на сексуальной почве. Этими чертами были конфликтность, неразговорчивость, неуравновешенность, грубость в отношениях с окружающими. Всего было их выделено 485. Их систематизировали на перфорированной карточке, которую наложили на 100 тысяч карт с данными на мужчин, попавших под подозрение в ходе следствия. Потом эти карточки особым способом подсветили, в результате чего следственная группа получила остроугольник, на самом верху которого со значительным отрывом от остальных очутилось 4. Но только один из них, да, только один, имел возможность совершать преступление. Этим человеком с 56 чертами из 485 был Здислав Мархвицкий. У следующего за ним подозреваемого обнаружилось всего 35 подходящих черт. Дальше все было, как говорится, вопросом техники. Марии Мархвицкой было обещано не привлекать ее как соучастницу. Взамен она написала заявление, создавшее предлог для временного задержания ее супруга, что облегчило следствию сбор улик. Именно в эту бумагу вцепились сегодня новоявленные друзья вампира, называя ее доносом. 6 января 1972 года прокурор подписал ордер на арест Мархвицкого, обвиненного в убийстве 15 женщин и покушениях на жизнь 6. Обыск и микроскопическое исследование одежды задержанного
подозрения полностью подтвердили. Произошло это через 7 лет и 2 месяца после первого совершенного им убийства. А 28 июля 1975 года катовицкий вампир был полностью заслуженно приговорен к смертной казни. Чуть позже Верховный суд оставил этот приговор без изменений. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну и напоследок короткое резюме. Было бы неправильным не сказать еще пару слов о руководителе операции Ежи Грубе. В 1981 году он потеряет сознание, узнав, что милиционеры в порядке вынужденной самообороны, то есть имея на это право, застрелили нескольких бастующих шахтеров. Как-то очень не вяжется этот факт с попытками приписать ему применение недозволенных приемов следствия, вкупе с обвинением без причин совершенно невиновного человека. Что ж, это общеизвестно, что каждый меряет других по себе, тем более если за душой у человека нет ничего святого. Поэтому имена участников дикой кампании в защиту массового убийцы женщин мы концептуально не называем. Печально только, что в уголовных кодексах до сих пор подходящей статьи для них не придумали. Впрочем, всему свое время. Ведь если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, дальше вы знаете уже сами.